Привет! Устанавливаем iOS-приложение на Mac с чипами M1 и M2. Для этого нам нужна утилита PlayCover. Ссылку на сайт playcover.io я оставлю в описании. На сайте кнопка загрузки перебрасывает вас в репозиторий GitHub. Здесь загружаем установочный образ DMG PlayCover. Нажимаем, образ скачивается. Он небольшой, всего 5 мегабайт. После загрузки дважды щелкаем на образ, он монтируется. Окно браузера можно закрывать. Иконку PlayCover перетаскиваем в папку приложения. Теперь можно запускать утилиту из меню приложения. Должно получиться примерно вот так. Белое окно. Запускаем PlayCover из меню приложений. Для этого видеоролика я скачал несколько игр и приложений iOS. Мы установим их все и посмотрим, как они работают. Чтобы установить IPA-образ, просто перетаскивайте файл в окно PlayCover. Шкала доходит до конца и приложение установлено. Обычно это происходит быстро, в течение нескольких секунд, но иногда он думает подольше, например, как сейчас. Для установки через PlayCover вам потребуются незашифрованные приложения, так называемые чистые файлы. Это означает, что они не привязаны ни к одному Apple ID. Получить такие файлы через утилиту iMazing или Apple конфигуратор, к сожалению, не получится. Вам придется искать эти файлы в интернете. Я сам искал их просто через поисковик. Вводил название приложения, формат IPA и добавлял слово «скачать» или «загрузить». Далеко не все приложения или игры ищутся легко таким образом, но многие из них есть в наличии на форуме FOPDA. Можно скачать их прямо оттуда. Для этой инструкции загружено 7 приложений и одна игра. К слову сказать, 4 из этих 8 приложений, к сожалению, не работают как положено. В конце видеоролика я покажу, что с ними не так. Для понимания обозначу свое железо. Сейчас вы видите экран MacBook Air с чипом M1. Память 8 оперативка 256 SSD. Это базовая модель. Хотя теоретически через PlayCover можно установить любое iOS-приложение, однако на практике запустились у меня далеко не все. Некоторые выдают ошибку при установке, некоторые уже после установки отказываются запускаться и работать корректно. К сожалению, заранее это узнать никак нельзя. Скачиваем, устанавливаем и проверяем каждое приложение, которое нам нужно. Итак, погнали тестить. Запускаем приложение Авито. Приложение Авито работает идеально. Уведомления приходят, геопозиция определяется, лента подгружается, в аккаунт можно входить. Можете размещать объявления без проблем и даже выбирать фотографии из файловой системы компьютера. Единственное, что нужно знать о PlayCover, размер окна, который вы видите, это минимальный размер окна приложений, запущенных через эту утилиту. Можно либо развернуть его на весь экран, либо оставить так. Игра Townsman далеко не самая новая или продвинутая, но для тестов ее достаточно. В игре работают абсолютно все элементы управления, она корректно реагирует на мышь и клавиатуру. Например, я могу запросто переименовать город. Странное имя. Да, так получше. В процессе игры работают мультитач жесты. Напомню, что у меня MacBook и я пользуюсь трекпадом. Карту можно
приближать или отдалять. Анимации работают без проблем. Любые элементы управления, строительства и прочие вещи – все работает. Играть можно без проблем. Во время игры в Townsman процессор разогревался максимум до 42 градусов. Игра абсолютно не напрягает мой компьютер. Можно закрывать. Далее приложение мобильного банка Тинькофф. Вы снова видите окно такого же размера, меньше сделать его не получится. Приложение исправно работает, в аккаунт можно войти, закрываем. Яндекс Музыка. Окно такого же размера, в аккаунт тоже без проблем входится, можно слушать и пользоваться. Для того, чтобы закрепить приложение в доке и каждый раз не открывать Play Cover, просто запустите приложение и переместите иконку из временного раздела в закрепленные. После этого можно закрывать Play Cover и запускать приложение прямо из док-панели. Это удобно и быстро. Разумеется, удаление приложений тоже происходит в Play Cover. Правой кнопкой мыши либо двумя пальцами на трекпаде нажимаете на иконку приложения и выбираете «Удалить приложение». Следите, чтобы все эти галочки были установлены. Жмем «Удалить». Удаление происходит мгновенно. Делаем то же самое со всеми приложениями, которые вам не нужны. Здесь 4 неработающих приложения, и у каждого из них свой глюк. Смотрим по очереди. Приложение «Мой МТС» запускается исправно, но, к сожалению, оно не адаптируется под размер окна, а окно, в свою очередь, никак не меняется. В принципе, здесь работает прокрутка, но войти в аккаунт будет довольно проблематично. Приложение, к сожалению, не юзабельно. Можно закрывать и удалять. Далее, приложение YouTube. Оно запускается и работает исправно. Можно войти в свой аккаунт, работает прокрутка, подгружается лента, можно смотреть видео. Однако есть нюанс. К сожалению, размер окна не подстраивается под содержимое. Как видите, я могу менять размер окна как угодно, но содержимое окна остается одного и того же размера. В принципе, это не критично. Однако некоторые кнопки в плеере также не работают. Работает только play-пауза и управление воспроизведением. Что касается Твиттера, то он у меня не запустился вовсе. Вот такой серый экран открывается каждый раз. Что-то с ним сделать не представляется возможным. Твиттер, оригинальный Твиттер, тоже не работает. Официальное приложение ВК у меня просто не запустилось. Оно моментально вылетает. Если будут вопросы, жду вас в комментариях или в своем телеграм-канале. Ссылка в описании.